Здравствуйте, друзья! Недавно я выложила шортс на тему итоги года для каждого знака зодиака, которые я ченнелила с помощью Ашати Cards. И, наверное, у некоторых возникли вопросы, а почему такой необычный формат, почему это не прогноз на будущий год, а вдруг итоги года, и зачем они, если год уже прошел. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что итоги года нам очень важно подводить, даже не с точки зрения того, чтобы мы проверили чисто с бизнес-стороны, выполнили ли мы все, что мы хотели, или нет, разобрали ошибки и так далее. Но в данном случае, что я хотела сделать, это разобрать наши духовные аспекты. Что же мы должны были сделать или могли сделать, и какие выводы для нашего дальнейшего духовного пути, и какие же решения для нашего дальнейшего духовного пути, для нашей жизни мы могли вынести из прошедшего опыта. Не секрет, что мы все как бы думаем и знаем о слове карма, и иногда мы думаем, что карма это что-то предопределенное, или карма это то, что мы наработали в прошлых жизнях. Но вообще на самом деле, особенно сейчас, когда у нас очень-очень быстро проходят все события в настоящее время, и, в общем, все кармические вещи и события случаются очень быстро и настигают нас очень быстро. Ну, на самом деле это большой плюс, потому что мы сразу же можем разобрать свои ошибки прямо сейчас, посмотреть, что мы, может быть, сделали не так, и как-то исправиться, и наш прогресс будет быстрее, то есть наша эволюция духовная будет быстрее. Это несомненный плюс. Вот. И, в общем-то, все, что мы прошли за прошедший год, а, вот это очень важно, и на это важно посмотреть, с какой точки зрения. Может быть, мы что-то упустили, а может быть, мы наоборот были готовы, были в принятии, обращали внимание на знаки, которые нам подавала Вселенная, наши духовные наставники. Вот. Потому что мы все пришли сюда какие-то задачи по нашему духовному восхождению, на нашем духовном пути выполнять, да, для нашей эволюции. Вот. И поэтому мы себе сами брали какие-то задачи, которые нам нужно было решить для того, чтобы мы в этих задачах выросли. И тут важно понимать, что если мы что-то упустили, если мы на что-то не обратили внимания, то если мы что-то проигнорировали, то эти события могут возвращаться. Но события это обычно не самые приятные. Поэтому для нашего же блага нам лучше посмотреть сейчас, что у нас происходит и как мы реагируем, или как мы могли бы реагировать, какие выводы сделать, да, вот, или в ближайшем вот прошедшем времени, прошедшем году, как-то исправить ситуацию, пока она не столь далеко, для того, чтобы нам не прилетело потом, когда-то в будущем, и мы уже остались бы в непонятках, а почему, собственно говоря, это произошло, и за что мне там прилетело, и за что мне такие вот неприятные вещи случились, да. Вот. Поэтому я хотела обратить с помощью карт Ашати ваше внимание на то, что происходило, и то, что было вашей задачей в прошедшем году, чтобы вы сами призадумались, чтобы вы вспомнили события, чтобы вы их как-то оценили, чтобы вы поняли, где какие уроки были, и какие выводы вы с них сделали, может быть, какую-то пользу для себя извлекли, какой-то урок для своего роста дальше. Потому что когда мы какие-то уроки или задачи свои выполняем, мы становимся выше, мы поднимаемся выше и выше по лестнице. Вот, да, к нашему высшему источнику, вот как у меня здесь на красивой картинке, да. Поэтому давайте посмотрим, что же было важного с точки зрения звезд в прошедшем году для каждого знака зодиака, согласно Ашати Карт, согласно каналу Ашати.
Вот, и вы сможете посмотреть назад, подумать над этим сообщением. Вот, может быть, что-то у вас мелькнет, какая-то мысль. Ам, Может быть, вы вспомните какие-то события, которые действительно произошли, и подумаете, переосмыслите, какие-то выводы сделаете, может быть, еще что-то успеете решить до конца года. Вот. И мы начнем по порядку. А порядок у меня, я извиняюсь, начинается с Водолея. Ну вот я так решила, потому что я сама Водолей, поэтому мы с Водолея начинаем у меня на канале всегда. Водолей. Карта Водолею выпала «Действуй». И я могу сказать, что это действительно то, что со мной и происходило. И это был девиз 2023 года для Водолея. В этот год вы начали какой-то новый важный проект в своей жизни или новую работу. И Ашати карты советуют вам не останавливаться, потому что этот проект откроет новую страницу в вашей жизни, поможет раскрыть себя и свои способности. И этот проект большой, объемный, на несколько лет вперед. Или же это новая работа, которую вы приняли и которая пойдет в развитие на ближайшее будущее. Рыбы. Девиз рыб был «Отпусти прошлое». Это значит, что задачей этого года для вас было отпустить прошлое, расстаться с тем, что больше не служит вашим целям, задачам и вашему благу. Может быть, отпустить кого-то, какого-то человека из вашей жизни, вот, или какие-то события, какие-то привязки, которые у вас были. Так что если вы все еще размышляете, у вас остался месяц до конца года. Овен. Исцеление души. Карты Ашати говорят, что, возможно, в прошедшем году вам пришлось пройти через личные испытания и потрясения. Это потребовало больших душевных сил и поиска ресурсов внутри себя и во Вселенной. Однако помните, что для залечивания душевных травм вы всегда можете использовать энергетический хилинг, медитации, практики погружения в подсознание. Все ответы и решения вы также можете найти внутри себя. Телец. Карта Ашати для вас была путь вознесения. Все, что произошло с вами в этом году, имело одну цель – ваш личный духовный рост и переосмысление ценностей. Выбор, вставший перед вами вследствие обстоятельств, пережитые сильные эмоции, могли полностью или в большой степени изменить вашу жизнь и дать вам большой урок. В конечном счете, прохождение таких уроков ведет к нашей личной эволюции. Близнецы. Ваша карта Ашати была «Расширь свое сознание». Этот год потребовал от вас пересмотреть свои привычки, взгляды и мышление. События, которые наполнили этот прошедший год, расширили границы понимания мира в целом, заставили взглянуть на них под новым углом. Возможно, вы также начали какое-то новое обучение, изучение духовных практик или философии, открылись новому. С чем я вас и поздравляю. Для рака было важно инсайты и осознание. В прошедшем году вы смогли соединиться со своим высшим аспектом путем размышлений, медитации или внезапных озарений и увидеть вещи, как они есть в своей истинной сути. Вам была дана возможность проникнуть в суть происходящего, понять ваше место в нем и ваш путь, а также осознать, что в конечном итоге приведет к вас успеху. Лев. Готовность к принятию.
В уходящем году Вселенная пыталась напомнить вам, что не все, что происходит, вы можете контролировать. Многие события случаются вопреки вашим желаниям, но они направлены на ваше высшее благо, и вы должны принять их как нужный для вашего духовного развития опыт. И тогда все случится точно в нужное время. Для Девы было важно слушать свою интуицию. События уходящего года и противоречивая информация порой затрудняли принятие верных решений. В этой ситуации все, что вам надо было, это прислушиваться к своей сильной интуиции. Наш внутренний голос– это шестое чувство, это голос нашего высшего аспекта сознания. Помноженный на ваш жизненный и профессиональный опыт, он всегда дает вам верное решение. И если вы воспользовались своей интуицией в уходящем году, вы сделали верный выбор. Вы можете посмотреть мое видео «Высшие чувства», посвященное этой теме развития интуиции. Карта для весов. Настрой свой разум. Мы помним, что мы– дух в материальном теле, и этим телом управляет наше сознание через мозг. В прошедшем году вам особенно важно было настроить и скоординировать эту работу мозга над телом для вашего физического и ментального здоровья, которое важно для счастливой и наполненной жизни. То есть мы должны следить за тем, что мы едим, что мы пьем и как мы думаем. Скорпиону было важно соединиться с духовными наставниками. В уходящем году вы могли заметить множество знаков, посылаемых вам Вселенной, вашими духовными хранителями и проводниками. Вашей задачей было прислушаться к этим подсказкам, довериться своей интуитивной связи с ними на ваше благо. Конечно, мы сами как личности развиваемся и принимаем решения в нашей жизни, но не надо забывать, что у нашей души есть проводники, и, видимо, настало время осознать это и наладить с ними связь. У Стрельца проходила переоценка и перестройка. События прошедшего года заставили вас переосмыслить ваши знания и опыт, осознать, что вам действительно важно и что ценно, и что из этого возьмете для построения своей дальнейшей жизни. Произошла переоценка ценностей и понимание, что действительно работает на ваше благо, а что нужно оставить позади. И если вы еще не произвели такую переоценку, значит, вам нужно оглядеться на события прошедшего года и поразмыслить над этим. Козерог. Ваша карта исследования подсознания. Уходящий год призвал вас искать ответы на вопросы внутри себя, сделать глубокую внутреннюю работу, погрузиться в свое подсознание для того, чтобы понять свои резервы, найти, что мешает и что помогает вам на вашем пути, осознать ошибки, отыскать резервы и потенциал для выполнения своих дальнейших задач и жизненных целей. Все ответы есть внутри нас. Надо только иногда приостановиться и заглянуть внутрь себя. Вот такие советы были от Ашати карт, на что обратить внимание, куда посмотреть и как переосмыслить свои прошедшие события в уходящем году. Я вам всем желаю счастливого завершения уходящего года, выполнения всех ваших планов и поставленных задач и полного удовлетворения. А по поводу будущего года и прогнозов, и советов от Оракул карт мы поговорим в другом видео. Всего хорошего.